Здравствуйте, любители почитать. Вот, хотел бы записать видео сегодня. Обзор на устройство PocketBook. Это у нас получается модель Verse Pro. Вот, 634, по-моему, она называется. Точно не помню. Ну, сразу скажу, видео будет без какого-либо сценария. В общем-то, можно сказать, даже снимаю больше для себя. Вот. Ну, может быть, кому-то тоже это будет интересно, потому что на русскоязычном ютубе в целом немного обзоров на эту книгу. Я лично хочу сказать, что я выбирал долго между Kindle или же Android моделями китайского производства, или же Onyx Book. Вот, я все-таки остановил свой выбор на PocketBook. Вот, сейчас вкратце объясню, почему. Это у меня цвет синий. Чехол я сейчас сниму, покажу. По чехлу, что хочу сразу сказать. Чехол это у меня неофициальный. Он был куплен на Озоне за 300 рублей примерно. Вот тут уже дефекты есть. Вот. Кошачьего авторства, скажем так. Вот. Ну, в целом чехол неплохой за свои деньги, но, наверное, в дальнейшем, хотел сказать, будет сделан выбор в сторону все-таки оригинального чехла. Вот, по устройству, вот, визуально, вот что оно из себя представляет, да, вот, голубая окантовка, здесь рамки такие ребристые, противоскользящие. Вот, коробка, вот у нас коробочка такого плана, вот, внутри у нас вот что вас будет ждать. То есть здесь инструкции, гарантия, вот, быстрый старт и зарядка. Вот. То есть вообще вкратце скажу, почему я решил начать читать именно электронные книги, а не, например, бумажные. Ну, в первую очередь, конечно, это касается удобства. В конце концов, это вес, да? Брать куда-то книгу в разы легче, она более компактная. Также по ночам гораздо более удобно читать. Хоть я и купил себе специальную лампочку для чтения ночью, вот у меня ее сейчас рядом нет, вот хотел просто продемонстрировать. Есть она у меня, вот она вот так вот выглядит, да, то есть она в виде прищепки. Цепляется на одну из частей книги, вот тут регулировка, вот. Но несмотря на это, книга тяжелая, вот, особенно если вы читаете перед сном, тяжело уже достаточно держать в конце дня, вот, поэтому вес все-таки тоже имеет значение. Плюс ко всему распределение света, оно не совсем равномерное, не говоря уже здесь. Имеется в виду, что здесь в разы лучше. Вот, поэтому было принято решение вот купить электронную книгу. Но могу сказать, что это не первая электронная книга, которую я взял. Я до этого взял на Авито пробный вариант. По-моему, PocketBook 619. Вот, она была, конечно, уже очень, старого модельного года. То есть у нее, по-моему, год выпуска был 2012. И несмотря на это, я хочу сказать, что они сейчас на Авито стоят от 4 до 5 и более тысяч. Вот, пропользовался я им где-то в районе 2 или 3 месяцев и понял для себя, что книга мне нужна, но книга мне нужна, конечно, посовременнее, потому что хочу сказать, для меня вообще какие важные факторы были. Вот здесь у нас уже идет порт micro-USB-C, а там как раз было micro-USB, который вот такой еще, как бы скажем, устаревший формат. Мало где сейчас можно встретить такие провода даже. В основном сейчас все перешли под такой вот унифицированный, да, то есть вот такого плана. Вот. Второй момент, вернее, что такое самое мне не понравилось, там отсутствовала подсветка. Вот, поэтому если вдруг вы рассматриваете книги и хотите читать их ночью там или в темное время суток, имейте в виду, что без подсветки у вас это делать не получится. Вот, также по памяти, да, там шли
карты памяти. Я считаю, что все-таки это уже как-то более устаревший формат. Мне кажется, что встроенная память это как-то получше, поудобнее, ну, посовременнее. Вот, но основное это была подсветка, да, зарядка вот такого плана, порт. Ну и быстродействие, конечно, все-таки устройство 2012 года, оно оставляло желать лучшего за собой. Какие-то качества уже очень сильно, ну, скажем, опаздывали. Также по кнопкам, да, кнопки там уже все скрипели, хоть, в принципе, это и не самая большая причина, по которой стоило бы менять, но, как бы, ну, перед сном и в тишине неудобно переключать. Я, опять-таки, повторюсь, я без какого-либо снимаю сценария, вот просто чисто как отзыв можно это воспринимать. Вот, ну, кому понравится, кому нет. Почему вообще выбирал 6 дюймов? 6 дюймов, да, вот у них вот вся серия 6, это, соответственно, 6 дюймов. Она идет очень удобно для карманной носки, например, в сумке, где-то в дороге, в путешествии. Для меня это самый такой оптимальный вариант, чтобы в руку взять, грубо говоря, как телефон, и больше оно мне не нужно. Вот, может быть, для домашнего использования, там дальше идет 7 серия и так далее, вот, или других производителей рассмотреть. Вот это я лично про себя говорю. Вот. А по опыту использования конкретно данной модели, я использую ее, наверное, уже в районе 1 месяца. И, конечно, она мне нравится по сравнению с тем, что у меня было. Вот. И в целом каких-то особо претензий у меня по быстродействию нет. То есть пользуюсь я в основном кнопками, да, сенсорным экраном я не пользуюсь. Вот, несмотря на то, что модель это у них достаточно современная, 24 год, по-моему, если не ошибаюсь, и она является флагманской. Вот. У них, ну, во всяком случае, они так себя позиционируют. Все-таки, конечно, быстродействие оставляет желать лучшего, да. Вот. Даже не стоит сравнивать это, например, с современными смартфонами. Вот. Это все-таки другого характера устройства. Здесь больше идет акцент на вот эти вот электронные чернила. Вот. По приложениям, вот что могу сказать, я лично здесь пользуюсь только книгами, ничего другого я здесь не использую. Здесь вообще можно вот и новости читать, например, кому будет интересно, в браузер зайти и там аудиокниги слушать. Но опять-таки быстродействие, честно говоря, оставляет желать лучшего. Вот. Но если мы опять-таки возвращаемся к основной функции, да, например, вот к чтению книг, то, во-первых, здесь качество DPI, по-моему, так это называется, если я правильно помню, оно в районе 600, если я не ошибаюсь. Опять-таки, вот в цифрах могу путаться, вот просто пишу одним дублем, как получится, так получится. Вот, ну, в разы лучше, опять-таки, если сравнивать с тем устройством, что у меня было. Страницы, в принципе, вот переключаю достаточно быстро, да. Вот. Основное здесь преимущество для меня это вот подсветка. Здесь подсветка есть, и регулируется она по яркости и по теплоте. Также вот можно выставить авто, да, я не знаю за счет чего, кстати, она определяет, я думаю, вот за счет времени суток, потому что здесь каких-то видимых датчиков на корпусе я не вижу. Вот, в целом, книга, опять-таки, повторюсь, хорошая, и хотел бы сказать, почему я выбрал именно Pocketbook, а не Kindle и не, например, что-то на андроиде. Ну, наверное, все-таки это дань традициям, эта фирма, вот она специализируется ведь только на производстве книг, и поэтому для меня это тоже сыграло такое достаточно сильное подспорье, да. Вот, честно, выбирал я еще между Mi Book, но, почитав отзывы, я понял, что Android все-таки система, она и расходует больше заряда батареи, и в основном там ведь преимущества какие-то, Яндекс.Книги, там, YouTube, выход в браузер, но мне лично все это не нужно, я вот загружаю все через элементарно вот порт, да, подсоединяюсь к ноутбуку и напрямую вот просто в проводник скачиваю, то есть у меня никаких проблем с этим не возникает. Касаемо Kindle, но Kindle мне, честно говоря, нравились визуально, особенно вот я помню цвет матча.
мне нравился, но я, честно говоря, возможно, могу ошибаться, но я не увидел вот у них здесь вот кнопок, да, а я не рассматривал кнопки вот по этим сторонам, я хотел именно кнопки, вот, чтобы они были у меня на нижней части электронной книги, потому что это очень удобно. Вот, и, собственно говоря, выбрал эту книгу. По памяти здесь у нас в районе, по-моему, 16 гигабайт, да, она у нас уже не расширяема, но даже если говорить здесь про книги, их там хватит в районе нескольких тысяч. То есть это, в принципе, за всю жизнь, наверное, никто не прочитает. Там в районе 7000 книг можно загрузить. Вот, то есть, опять повторюсь, книга хорошая, но единственное, что хотел сказать, у нее есть еще вариант, это у нас получается Verse Pro. Вот, есть еще просто вот Verse, я не знаю, какие там характеристики, я в них не вдавался, но знаю, что есть еще Verse Pro Color. И вот здесь, наверное, если бы у меня был второй вариант, я бы сделал немножко по-другому, потому что Verse Pro Color, она идет с более, не современным, а с более мощными характеристиками. По-моему, там более, ну, как бы высокочастотный процессор и оперативной памяти там побольше. Вот, я этого не знал, я думал, что единственное различие это то, что там есть цветные чернила. И я про себя подумал, зачем мне, ну, я не читаю там ни манго, ни комиксы, да, я читаю, вернее, только вот обычную литературу там или вот такого вот плана книги. Зачем мне цветные картинки? Но потом, когда уже я купил эту книгу и почему-то продолжал как бы, ну, по инерции смотреть еще видео, да, про них, я увидел, что она еще и быстрее. То есть вот я вам сейчас вот рекомендую, если вдруг кто-то вот, допустим, в смятениях, что брать эту там или Verse Pro Color, я бы свое предпочтение сейчас отдал на Verse Pro Color, просто потому что она более быстрая, и если мы говорим там с перспективы на года использования, да, там 2, 3, 5 лет, неважно, все-таки это будет сказываться. Но опять-таки, повторюсь, если вот про основные вот базовые функции книга выполняет очень хорошо. Четкость картинки хорошая, вот она как листает, в принципе, да, абсолютно там разные настройки по шрифтам, по размеру, все что угодно, там вплоть до расстояния. Ну, я думаю, все, кто знаком с книгами, вот, все об этом знают. Вот так вот, опять-таки повторюсь, что по книге, почему вообще решил записать видео, буквально по пальцам одной руки сосчитать на ютубе. Может быть, кому-то мой отзыв такой, вкратце, видеообзор будет полезен. По функционалу вроде в целом прошелся. Вот здесь вот вы можете посмотреть, какие способы передачи еще существуют. Вот Dropbox, Pocketbook Cloud, по-моему, там еще e-mail какой-то есть, то есть точно уже не помню. Я все скидываю, вот, как уже и сказал, через YouTube, не YouTube, а этот провод USB-C. Вот, в комплекте он вот такой вот идет. По стоимости я его, значит, брал эту книгу за 15 с чем-то тысяч. Заказывал я ее через Озон, через международную доставку. И шла она ко мне где-то в районе 1 месяца, по-моему. Если заказывать у наших поставщиков, само собой, это будет быстрее. Вот, но это будет дороже. Насколько я помню, у официального магазина pocketbook.ru, не знаю, официально он или нет, но во всяком случае адрес у него такой, что выглядит как официально, она стоит в районе 19 тысяч. То есть вот сэкономить можно просто подождав. Но это само собой приходит вот оригинал, то есть устройство там пробивается по серийному номеру. Вот. Так. По подсветке, по яркости, в принципе, тоже вопросов нет. Единственный, кстати, вот минус, который я для себя обнаружил, может быть, кто-то, конечно, не скажет, что это уже идет придирка, возможно. Вот, как я считаю, так как все-таки эта модель позиционируется как флагманская, звуки кнопок, мне кажется, очень дешевыми и напоминают вот совсем дешевые устройства из нулевых. То есть вот сейчас попробуем послушать. Вот здесь вот особенно слышно, то есть прям такой щелчок. Кстати говоря, вот на той книжке, которая у меня была до этого, 619, по-моему, точно не помню, вот там внизу
под корпусом, под кнопками были такие резиновые проставочки, за счет этого звук, ну, так в кавычках скажем, оказался более богатым. Вот, здесь очень он такой звонкий. Мне кажется, что было бы более лучше, если бы он был более приглушенным. Поэтому, наверное, вкратце все. Вот, может быть, я еще запишу в дальнейшем, после там полугода или года использования, ну, дополнительный обзор, скажем так, вторую часть. Вот, если кому-то будет интересно, вот можете посмотреть вот это видео в интернете на ютубе. Вот, в принципе, наверное, на основные вопросы, которые бы меня как потенциального покупателя интересовали, я считаю, что я ответил. То есть у нас передача книг идет по USB каналу, да, книг огромное количество в интернете, там, что она переваривает, в принципе, все форматы, там EPUB, FB2 и так далее, PDF. Аксессуаров тоже огромное количество, вот как вариант неоригинальный чехол. Вот, ну, мне, наверное, все-таки больше будет по исполнению, опять-таки, интересен оригинальный, потому что здесь вот этот вот резиновый бортик, он закрывает и так небольшие, кстати говоря, кнопочки, вот примерно вот до этого обозначения, и не совсем их удобно переключать, особенно ночью, когда не видно, то есть на ощупь пропадает тактильное ощущение. Вот, знаю, что есть еще много разных вариантов на рынке сейчас, там и Kobe и так далее. Я сделал выбор для себя вот, конкретной модели. По компактности она меня устраивает. Ну, быстродействие, честно сказать, могу, что оставляет желать лучшего. Если мы сравниваем, допустим, это с современными Android-устройствами. Вот. Ну, от себя могу заметить, вот кто думает, нужна ли им вообще в целом книга электронная. Я в разы стал больше читать с электронной книгой по сравнению с бумажными версиями. Ну, вот это и компактность, и вес, вот, и множество других факторов. Мне гораздо более удобнее с ней. Да, хотя я никогда не обращал внимания на это все и всегда отдавал предпочтение, в принципе, бумажной литературе, да, вот я даже, например, покажу несколько книг, вот. Ну, в любом случае это вес, то есть вот если держать над собой это, иногда бывает, что это падает, вот. Если еще книги побольше, да, например, вот уже такого плана. Ночью, конечно, вот, кстати, кому как вариант, можно вот так вот ставить прищепку. Может быть, кто-то для себя рассмотрит. Но для меня выгоднее и удобнее вот оказался вот такого вот формата устройства. Вот, в принципе, основные минусы я осветил. Основные плюсы тоже. Также хочу сказать, кстати, что они очень ликвидны на вторичном рынке. Если вдруг кто-то, допустим, ну, захочет впоследствии избавиться за неимением необходимости, да, так выразимся, то это, в принципе, без проблем можно сделать. Вот. Так что, кто сомневается, можно не сомневаться. Единственное, что, наверное, лучше присмотреть версию Verse Pro Color. Вот. Даже если вы не являетесь там любителем манги и прочего, она в любом случае будет более быстродейственна. Поэтому книгу рекомендую. Вот, по Android устройству я уже объяснил. Мне, в принципе, все эти функции не нужны. Вот. Ну, здесь у нас, кстати, система Linux. Ну, она для меня как-то показалась более стабильной, более безопасной. Вот, книга обновляется, то есть мне уже, по-моему, сюда по воздуху приходило 2 обновления. В общем, могу смело рекомендовать. Кто сомневается, вот, можете брать. Кстати, немаловажный фактор, она у нас является водозащищенной. То есть, может быть, кто-то любит читать там, допустим, у бассейна или в ванной, или там на отдыхе у моря. Она у нас выдерживает погружение. Сейчас точно не помню цифры, там, если что, это все можно найти в интернете. Вот, но таким вот она, скажем так, такой характеристикой она тоже обладает. Вот, по зарядке
Держит она очень долго. Вот, кстати, я так понимаю, что это все это время она грузила одну книгу. Вот 3277 страниц. Вот. Ну, в целом, вот так.